Молодой официант помог промокшей женщине переждать непогоду в ресторане, и за это он был уволен и лишен своего единственного источника дохода. Но однажды он получит трогательный сюрприз, который окупит его благотворительность. Майкл, 20-летний официант, был занят обслуживанием клиентов, когда услышал медленное постукивание в окно. Увидев женщину-инвалида, он выбежал на улицу и помог ей попасть внутрь. Она была такой мокрой, что Майкл начал беспокоиться за ее здоровье. Официант старался не попадаться никому на пути, но когда другие посетители увидели, как вошла Грейс, они начали жаловаться. Постояльцы заведения приняли ее за попрошайку. Когда Грейс вошла, Майкл заметил, как клиентки нахмурились и прикрыли носы. Ему стало жаль пожилую женщину, поэтому он остановил ее и мягко попросил пройти через заднюю дверь на кухню. Майкл дал Грейс вытереться полотенцем, как только она вошла в кухню. Затем он вручил ей миску горячего супа и теплое одеяло, чтобы она не замерзла. «Большое тебе спасибо, мальчик», — сказала Грейс, тяжело дыша. «Не желаете ли чего-нибудь еще, мэм?» — спросил Майкл. «Нет. Большое вам спасибо. Дождь, должно быть, прекратился. Я выбиваюсь из графика, и мне нужно идти. Я хочу еще раз поблагодарить вас», — с улыбкой сказала пожилая женщина. Как только Грейс вышла из кухни, в комнату в ярости ворвался менеджер заведения. Он накричал на Майкла за то, что тот привел пожилую женщину на кухню. Менеджер кричал: «Как ты посмел впустить нищего человека на кухню?» В это время другие сотрудники также осуждающе смотрели на Майкла. «Извините, сэр». Однако бедная женщина была промокшей и беззащитной. С опущенной головой ответил Майкл: «Вы считаете, что это убежище для попрошаек?» Не переставал кричать начальник. Майкл оставался неподвижным. Хуже всего было то, что никто не предложил ему свою поддержку. Тогда менеджер сообщил Майклу, что его увольняют. «Я умоляю вас, сэр, не делайте этого. Я не могу потерять эту работу. Мне нужно купить лекарства, потому что дома заболела моя мама», — умолял Майкл. «Тебе нужно было хорошенько подумать, прежде чем впускать эту странную женщину в ресторан. «Немедленно уходи и не возвращайся», — крикнул менеджер. Майкл был настолько унижен, что ему пришлось покинуть ресторан с разбитым сердцем. На его доброту никто не ответил, что заставило его чувствовать себя еще хуже. Он уже собирался покинуть ресторан, всхлипывая, когда Грейс внезапно снова появилась. «Я все слышала, дорогой. Но ты не поддавайся унынию. Возможно, это произошло с определенной целью», — утешала Грейс Майкла. На самом деле Грейс была успешной бизнес-вумен, которая управляла 5-звездочным отелем в соседнем городе. Она приехала в этот город, чтобы встретиться с потенциальным партнером, но когда она ехала в отель в инвалидном кресле, ее ограбили. У нее не было денег, чтобы вызвать такси, и начался сильный дождь. В это время она вошла в ресторан, чтобы переждать грозу, и столкнулась с Майклом. «Что скажешь, мой дорогой мальчик? Переедешь ли ты вместе со мной в другой город? Дома никого нет, кроме меня. Давным-давно мой муж скончался, а детей у нас не было. Возможно, ты мог бы присмотреть за мной так же, как за своей мамой», — с надеждой спросила Грейс. Поразмыслив неделю, Майкл решил согласиться. Он был вынужден принять это решение, так как нуждался в деньгах, чтобы содержать свою родную мать. Майкл позаботился о Грейс и переехал к ней. Через несколько месяцев жизнь Майкла снова стала счастливой. Ему не приходилось работать подолгу, как в ресторане. Грейс никогда не думала о нем как о работнике, потому что любила его как собственного сына. Вскоре счастье Майкла рухнуло, когда он обнаружил Грейс мертвой в своей постели. Она мирно скончалась во время отдыха. «Что мне теперь делать, мэм? Вы обращались со мной, как со своим сыном. Что я буду делать без вас?» – прошептал Майкл. На похоронах Грейс Майкл рыдал. Присутствовали только ее деловые партнеры и друзья. Поскольку у покойной Грейс не было семьи, Майкл позаботился о похоронах. Он готовился покинуть особняк после того, как Грейс была похоронена, но в этот момент зазвонил телефон.
Майкл понятия не имел, что этот телефонный звонок навсегда изменит его жизнь. В тот же день Майкл встретился с адвокатом, который ранее зачитывал завещание Грейс, и когда Майкл понял, что является единственным наследником имущества своей покойной Грейс, потерял дар речи. Майкл получил все, что принадлежало Грейс, включая ее 5-звездочный отель. Когда адвокат передавал Майклу последние письма Грейс, по его лицу текли слезы благодарности и признательности. Вот, что писала Грейс. «Дорогой Майкл, я чувствовала себя одинокой, и у меня не было причин жить. Но как только ты появился в моей жизни, я больше не чувствовала себя одинокой и ненужной. Ты разговаривал со мной так, словно я была твоей матерью. Ты подарил мне семью, которой мне так не хватало. Я желаю тебе долгой и счастливой жизни». Майкл, когда-то уволенный официант с добрым сердцем, теперь был владельцем шикарного 5-звездочного отеля. Майкл был добр к другим, несмотря на свое новообретенное богатство. Небольшой акт доброты может оказать большое влияние на мир. И все начинается с того, что бедный официант Майкл потерял работу, проявив сострадание к пожилой женщине, которая промокла под дождем. Но когда он меньше всего этого ожидал, это сострадание изменило его жизнь. Никогда не смотрите на людей свысока и не выносите поспешных суждений о них, потому что вас могут обмануть ваши собственные глаза. Посетители ресторана были в ярости, когда Грейс вошла в заведение, потому что приняли ее за попрошайку. Начальник Майкла унизил его после того, как он разрешил Грейс доступ на кухню. Вместо того, чтобы посочувствовать пожилой женщине, попавшей в бедственное положение под дождем, менеджер посмотрел на нее свысока. Дорогие зрители, как вы считаете, правильно ли поступил Майкл? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.